Сегодня я хочу поговорить о том, что произойдет с вами и вашим телом, если вы будете пить кофе всего 14 дней. И да, эти события выходят далеко за рамки того, чтобы просто не давать вам спать в течение дня. Сразу в начале видео скажу, что если кофе вызывает у вас беспокойство, если он учащает ваше сердцебиение и не дает вам вовремя заснуть ночью, я не рекомендую его пить. Также я не рекомендую пить больше 1 чашки кофе в день, и это очень важно, и позже я расскажу вам почему. Я сам во время учебы употреблял много растворимого кофе или нескафе. В то время я совершенно не знал о побочных эффектах этого, и для меня был важен только успех на экзаменах, и я не знал, какой вред я наношу своим надпочечникам. К сожалению, в то время не было никого, кто бы сочувствовал людям и пришел бы на телевидение или куда-то еще, чтобы просветить народ. С другой стороны, чрезмерное употребление кофе действительно повышает уровень кортизола и адреналина и разрушает ваши надпочечники. Хуже того, растворимый кофе, который на самом деле не является кофе. В большинстве случаев содержание кофе в них не достигает даже 5%. И в их составе есть очень вредные вещества, в которые я, конечно, не буду вдаваться. Я уже говорил об этом в другом видео. Я представлю вам это видео позже. А как насчет настоящего кофе? Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять, что такое кофе на самом деле и есть ли у него какие-либо преимущества для моего и вашего тела. Кофе получают путем ферментации кофейных зерен. Это означает, что эти зерна взаимодействуют с бактериями или дрожжами, чтобы улучшить их вкус, аромат и качество. Это означает, что в этих зернах происходят естественные химические изменения. И это приводит к появлению уникальных характеристик в конечном напитке. Поэтому в кофе содержатся различные химические вещества, включая вещество под названием кофеин. Преимущества кофе также в основном связаны с этим кофеином. Кофеин – это фитохимическое вещество, которое на самом деле является своего рода инсектицидом. Да, вы не ослышались. Это инсектицид, который встречается более чем в 20 других видах растений. Это вещество действует как защитный механизм и благодаря своим инсектицидным свойствам защищает растения от вредителей и насекомых. И это работает. Потому что после употребления этого кофеина у насекомых развиваются нервные расстройства, и они могут погибнуть. Но здесь возникает вопрос, если это инсектицид, может ли он действительно быть полезен для нашего организма? Да. Иногда даже небольшой стресс может привести к полезным изменениям в нашем организме. Но совсем немного. И вот почему я говорю, только 1 чашку кофе в день. Итак, помимо этого, какие еще преимущества кофе известны большинству людей? Об этом я расскажу вам в 8 пунктах. По каждому пункту я расскажу, как и на каком основании он возникает. Потому что мы должны научиться не верить ничему без оснований и без предоставления точных данных. Особенно это касается такого важного вопроса, как медицина и здравоохранение, который затрагивает нашу жизнь и жизнь наших близких, и к которому нельзя относиться легкомысленно. Во-первых, кофе может улучшить остроту ума и помочь повысить концентрацию внимания. Кофеин подавляет активность аденозиновых рецепторов в головном мозге. Такое сочетание факторов вызывает чувство усталости. Таким образом, предотвращая связывание аденозина с его рецепторами, вы станете более бдительными. С другой стороны, кофеин увеличивает высвобождение нейромедиаторов, таких как дофамин и норадреналин, которые улучшают концентрацию внимания. Во-вторых, кофе может улучшить вашу способность к обучению. Кофеин усиливает активность нейронных сетей в гиппокампе, центре памяти головного мозга. Это поможет улучшить вашу кратковременную память и способность к обработке информации. Кроме того, повышение бдительности и концентрации внимания, вызванное кофеином, также способствует улучшению процесса обучения. В-третьих, употребление кофе ускорит ваш метаболизм. Кофеин стимулирует центральную нервную систему и увеличивает выработку адреналина. Затем активизируется процесс расщепления жиров и повышается основной обмен веществ в организме. Четвертый пункт.
Кофе помогает регулировать уровень сахара в крови за счет повышения чувствительности к инсулину, что помогает контролировать уровень глюкозы в крови. Если добавить в кофе масло МСТ или сливочное масло, то есть приготовить бронебойный кофе, это заставит ваш организм использовать больше жира в качестве источника энергии вместо сахара, что приводит к кетозу, который действительно регулирует уровень сахара в крови и предотвращает резкие скачки уровня сахара в крови. Номер 5. Кофе снижает риск развития деменции и предотвращает появление симптомов, связанных с болезнью Паркинсона и даже Альцгеймера. Согласно исследованиям на эту тему, антиоксидантные соединения в кофе помогают уменьшить воспаление и повреждение нервных клеток. Фактически, кофеин способен повышать уровень нейротрофического фактора мозга, что крайне важно для роста и поддержания нейронов. Кроме того, кофеин может предотвращать накопление вредных белков, связанных с болезнью Альцгеймера. При болезни Паркинсона кофеин также поддерживает уровень дофамина в мозге, что снижает риск развития или тяжесть этого заболевания. Номер 6. Употребление кофе может снизить риск образования камней в желчном пузыре за счет увеличения выработки и секреции желчи путем стимуляции вашего желчного пузыря, что в свою очередь предотвращает накопление холестерина и образование желчных камней. Номер 7. Кофе может предотвратить образование камней в почках. Кофе, да, это мочегонное средство. Это значит, что он увеличивает объем вашей мочи. А это увеличение объема мочи, в свою очередь, приводит к снижению концентрации кальция и оксалатов в ней. Таким образом, он предотвращает образование кристаллов, из которых формируются камни в почках. Кроме того, благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, кофе сам по себе способствует поддержанию общего здоровья ваших почек. Номер 8. Кофе обладает противораковыми свойствами. Почему? Потому что он содержит антиоксиданты, такие как полифенолы и хлорогеновая кислота. Они, нейтрализуя свободные радикалы, предотвращают повреждение ДНК и запуск раковых процессов. С другой стороны, кофе увеличивает выработку детоксикационных ферментов в печени и снижает риск развития рака печени и толстой кишки. И это же снижение воспаления играет важную роль в его противораковых свойствах. Ведь, как вы знаете, раковые клетки обожают воспаление, и где бы оно ни возникало, они могут мигрировать туда. Более того, кофе может поддерживать баланс таких гормонов, как инсулин и эстроген, а мы знаем, что они играют важную роль в снижении риска гормонозависимых видов рака, таких как рак молочной железы и простаты. А теперь есть видео, которое вы должны посмотреть. Вот это видео тоже потрясающее, не пропустите его. Вы получите действительно полезную информацию. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Я вас очень люблю. Увидимся в одном из этих двух видео, мои дорогие.